Всем привет! Вы на канале Суперкит. Винчестер и твердотельник, обзоры которых были последними из видео на канале о накопителях, покупались не просто так. Они покупались в комп, который сегодня будет собираться. Вообще комплектующие закупались еще в июне-июле, и снимал я тогда же. Это был период очень сильных колебаний цен, типа недостача чипов, повышенный спрос на винчестеры и SSD из-за бума майнинга на накопителях. Эти колебания цен еще сыграют свою роль для этого компа. Steel Legend – стальная легенда от ASRock на чипе B560. Это системная плата. Почему эта фирма? Здесь все просто. Я думаю, каждый из вас выбирает то, что не вызывало проблем в использовании в прошлый раз. И не покупаете то, что эти проблемы вызывало. Я не знаю, насколько меня хватит, но пока что после платы AM3+, для своего FX я не покупаю материнки Asus. Там была жутко долгая прогрузка BIOS, около 20 секунд. И да, я естественно в настройках BIOS ставил минимальное время заставки, оно там было около 2 секунд, но проблема была не в этом. Видимо, посткоды долго проходили и был просто черный экран. Я купил в 2013 году первый SSD, и у меня винда грузилась 40 секунд. В то время я эти вещи только осваивал, и читая отзывы других покупателей, что загрузка идет от 7 до 15 секунд от включения, естественно, я грешил на твердотельный накопитель, ведь у меня никак уменьшить не получалось это время. Также были проблемы с дровами, причем сильные проблемы для Win 7, а поскольку та плата в эпоху Win 7 покупалась и использовалась, то я натерпелся. Чтобы не быть голословным, приведу примеры. При некоторых выключениях компа, не каждый раз, но все же, в последнюю секунду работы в динамиках появлялось очень громкое шипение, и Asus никак не могли решить эту проблему даже в новых дровах. Выключаешь комп ночью, а он напоследок мог очень громко пшикнуть, разбудив полдома. Если что, то это не проблема в неисправности конкретно моей материнки. Такой косяк был на всех системных платах этой модели. История известная, можете погуглить. Также совершенно непонятно почему, а также непонятно какая программа или драйвер, но почти сразу после новой установки винды и всех программ мои 3G модемы переставали работать. Их встроенный CD-ROM с дровами впадал в ошибку 39, и пока не было загрузки CD-ROM, модем тоже не подтягивался. Как я уже потом выяснил, изменялся статус службы. Какую я только не ставил версию, и чистую винду, и сборку, и 64-разрядную, и 32-разрядную. Буквально через неделю 3G модемы отпадали. Я ими и сейчас иногда пользуюсь, а в 2013 году вообще системно это делал. Да и среди первых видео на канале было особенно очень много про мобильный интернет, а у меня не работали 3G модемы. В 2013-2014 годах решение этой проблемы не находилось по щелчку пальца в интернете. Очевидно, инфы было не столько, сколько сейчас. В итоге, убив кучу времени, я вычитал, что нужно было произвести определенные манипуляции, которые позволяли пользоваться нормально. Такое было на этой плате только на Win 7. И вроде физически плата работала, все запускалось, включалось, то есть явно не поломка. Но все это в совокупности меня отталкивает пока что от Asus. А более бюджетная плата ASRock для другого компа при этом абсолютно беспроблемно работала. Кстати, это та самая плата, на которой я модифицировал BIOS, добавив туда поддержку M2 NVMe, который сейчас и работает в качестве загрузочного. Вот так выбор мой и был сделан. И в одной из давних прошлых сборок меня спрашивали, почему плата не дешевле и не проще, ведь процессору достаточно и более простой платы. Не знаю кто как, но я вообще-то связываю проц и системную плату только в контексте сокета. На возможности проца я не опираюсь. В моем видении материнка должна обладать не только возможностью обслужить процессор, а и мне предоставить удобства. Они заключаются в функционале платы, и я готов докинуть 1000 гривен за то, чтобы сразу получить радиатор на цепь питания, чтобы не просто пластинка на мост. Лучше сэкономлю на корпусе. Зато сразу хочу получить современные порты и много. Хочу, чтобы было несколько слотов PCI-Express и под M2, чтобы был более быстрый USB порт нового поколения. Даже под свой типа офисный комп в 2013 году, в один год я купил себе сразу 2 компа для разных мест, в свое время заморочился.
И хоть он был более бюджетный в сравнении с основным, но я сразу захотел, чтобы там были USB 3.0, чтобы была поддержка максимально возможного на тот момент третьего поколения процессоров. Это был сокет 1155, и тогда продавались платы, которые поддерживали только второе поколение с таким же сокетом, чтобы был SATA 3. В 2021 году это кажется как само собой разумеющееся, но в 2013 году далеко не каждая плата обладала даже только что перечисленным мною. И именно все это сегодня мне позволяет пользоваться компом, собранным на этой плате до сих пор. В свое время я не сильно гнался за еще одним параметром, это ревизия слота PCI-Express. А как выяснилось, это тоже сегодня меня радует, потому что она на этой плате оказалась 3.0. Хотя даже сегодня полным-полно процессов и системных плат, которые сейчас продаются с новыми платформами, и при этом у них также ревизия 3.0 у слотов PCI-Express. При этом по цене это было не дороже. Поэтому к вопросу выбора системной платы я подхожу исходя из дополнительных устройств, которые наверняка появятся за время пользования компом, который явно собирается не на пару лет. Например, на этой материнке есть USB-порт со скоростью 10 гигабит в секунду. Есть возможность подключить порт с пропускной способностью 20 гигабит в секунду, в то время как обычный порт USB 3.0 может передавать данные на скорости до 5 гигабит в секунду. Такой блок питания я уже покупал пару лет назад в другую сборку. Меня лично эта фирма полностью устраивает. Оба моих компа были также собраны с использованием блоков Chieftec. Причем первый из них был куплен еще лет 13 назад. Я его вскрывал и чистил, ничего подозрительного не увидел. Все напряжения держатся стабильно. Пока меня эта фирма не подводила, не вижу смысла отказываться от ее продукции. Продолжаю представлять участников компа. Следующий представитель этой компании будет оперативная память. Как видите, память продавалась комплектом, две планки по 8 гигабайт каждая. Итого 16 гигабайт. Частота 3000 МГц. Понятное дело, что это уже DDR4. Сначала я выбрал такую память 2 штуки единичной комплектации, но в магазине сориентировали на комплект, который стоил чуть дешевле. Непонятно почему, но иногда такие комплекты дешевле, что логично, а иногда дороже, что совсем не логично. Поскольку корпус продавался без вентилятора, то был куплен 120 мм тонкий вентилятор толщиной 15 мм и количеством оборотов от 500 до 2000. В отзывах хвалят во всяком случае. Указано, что тип подшипника гидравлический. Для охлаждения процессора был выбран следующий представитель. Данная система охлаждения распыляет до 180 Вт. Платформы, на которые его можно установить, можете прочесть. Скажу, что здесь фактически все имеющиеся на Intel, AMD представлен в лице AM4. Количество оборотов в минуту у вентилятора от 700 до 1800. Здесь, как и у корпусного, гидравлический подшипник. Обычная башня для стандартных корпусов. Вся система охлаждения весит 810 грамм. В комплекте бэкплейт, необходимые винтики, термопаста и крепления для AMD и Intel. Резистора в комплекте нет. Но несмотря на комплектную, использовать буду свою термопасту Arctic MX4. Все компы, пока она у меня есть, комплектую ею. Тюбик еще живой, думаю, что не израсходовал и 50%. Купил я его более 2 лет назад. Ну и самый главный гвоздь программы — это процессор. Я выбрал его. Характеристики на экране. Хотел взять 11 поколение, но его последователь из 11 поколения стоил на 1000 гривен дороже. То, о чем я и говорил в начале видео, что колебания цен еще сыграют свою роль здесь. Но главное, я реально даже не думал, что случится так, как потом случится. Но об этом чуть позже. Сейчас же немного о проце. Это i5-10500, сокет 12.2.0.
6 ядер и 12 потоков, ТДП 65 Вт, хотя похоже на то, что данный проц выделяет больше тепла. В процессоре есть встроенная графика UHD 630, именно она и будет в данном компьютере единственной. Стоимость видеокарт сегодня высока, если владелец компа захочет играть, а я сомневаюсь, что так будет, он всегда сможет докупить видеокарту. Системная плата имеет распаянную микросхему с BIOS на плате, но правда пока что ее и нет смысла вынимать. Хотя, если честно, в размере не так уж и выиграли, а возможность вынуть микросхему для случаев, когда это было бы необходимо, утрачена. Версия BIOS здесь 1.4, официальный сайт производителя системной платы говорит нам о том, что любая версия BIOS поддерживает любой процессор, за исключением небольшого количества процессов, у которых обновился степпинг. И их совсем чуть-чуть, лишь некоторые Pentium и i3 требуют версию BIOS не ниже 1.5. В любом случае, сейчас меня это не касается, но рекомендую обращать на это внимание, так как иначе комп не запустится. И вам для обновления версии BIOS понадобится поддерживаемый системной платой на данный момент проц. Плата имеет не только 3 слота под SSD M2, один из которых комплектуется радиатором, а и слот M2 под Wi-Fi карту. Есть также HDMI, DisplayPort, USB Type-C, несколько USB 3.0, LAN и аудиопорты. Начинаю сборку по классике, с проца. Перейдя по всплывшей сейчас сверху справа ссылке, можно перейти в отдельное видео теста этого твердотельника. В данном видео этого теста не будет. Это бэкплейт от системы охлаждения. Как по мне, то особых трудностей в установке нет. Мне понравилась такая система, когда фиксируется посадочное место радиатора, когда уже точно ничего не отпадет и не сдвинется с места, и не нужно ничего придерживать. Я помню, когда купил 10-ю перформу от Zalman, то там радиатор ставился прямо на бэкплейт. Не было промежуточных креплений посадочного места для него. Это вымораживало, так как сложнее было попасть на винтики. Сейчас остается только прикрутить радиатор на пару винтиков и все. Но сначала термопаста.
Как можете видеть, вентилятор за память не цепляется, даже за самый ближний слот. И вот настала пора включения, и в BIOS не видно твердотельного накопителя. Понимая, что с ним не должно быть что-то не так, я переставил его в другой слот, в котором он и определился. Я полез читать описание на сайте в магазине, но ничего не нашел связанного с этим. Потом почитал инфу на коробке системной платы, и некоторые сноски мне дали намек. После зашел на сайт и прочитал, что этот слот будет работать только если проц будет 11-го поколения. Офигеть. Я, конечно же, не снимаю с себя вину, что я не увидел этой информации раньше, хотя для меня такой подвох был не очевиден, но блин, еще 1,5 года назад я снимал видео о влиянии ревизии на работу M2 NVMe, но даже уже тогда говорил и даже показывал, что существуют такие платы и процессоры, которые это поддерживают. В середине 2021 года я был уверен, что любой проц 10-го поколения это умеет, и смотрел лишь на то, поддерживает ли плата такую возможность. Тем более, что на момент покупки этого компа в продаже еще не было 12-го поколения от Intel, то есть 10-е поколение было предпоследним. Но оказалось, что даже в 10-м поколении Intel нет поддержки ревизии 4.0 у процессоров. Поэтому без процессора 11-го поколения такую ревизию не получить.
Ну ладно бы, если бы дело было только в поколении этого слота. Проблема в том, что из-за меньшего количества линий PCI-Express, 16 вместо 20, процессор 10-го поколения не может работать с таким количеством устройств, которые устанавливаются в слот расширения PCI-Express. Именно потому SSD M2 NVMe не только не будет в первом слоте подобных системных плат работать на ревизии 4.0, он не будет работать в принципе никак без проца 11-го поколения, о чем и было написано. Ничего не остается, нужно менять проц, пока есть 14 дней от момента покупки для возможности замены. Но сначала, раз уже все собрано, предлагаю посмотреть некоторые тесты, в том числе и то, насколько данное охлаждение справляется с подобным процом. С теста VAIDI и начнем. Без нагрузки температура проца около 35 градусов. После 7 минут теста около 60 градусов. И больше явно нет тенденции к росту температуры. Максимально допустимая температура 100 градусов. Память с данным процессором в стоке работает на частоте 2133 МГц. В режиме чтения около 32 ГБ в секунду. Запись на скорости около 32,5 ГБ в секунду. Для обозначения электронности чего-либо модно добавлять букву Е. Поэтому в CPU Queen у нас не просто баллы, а ебаллы. А именно 70 тысяч ебаллов. Ну и некоторые другие тесты. После применения XMP профиля снова тесты VAIDI. Скорость чтения из памяти 42,6 ГБ в секунду, записи почти 46 ГБ в секунду, задержка 58 наносекунд. CPU Queen снова показывает 70 тысяч ебаллов. В общем, пока не поздно и пока не прошли 14 дней с момента покупки, а шел уже 13-й день, принято решение о замене проца. Но на какой? На момент выбора проца i5-10500 я ведь и так смотрел и на 11-е поколение. Но, как и говорил ранее, цены вели себя неадекватно, и разница с желаемыми процессорами была существенной. В чем неадекватность поведения цен? Например, выбрал я проц ночью, а утром написал человеку, что в бюджет вписывается такой вариант, и вот днем он уже на 200 гривен дороже. Собираюсь идти покупать еще на следующий день, он стоит уже на 600 гривен дороже. Подождал пару дней, цена отыгралась назад на 300 гривен. Вот в таких условиях я собирал этот комп. Майнерам привет, которые все время обваливают стоимость комплектующих. И вот сейчас, спустя 13-й день, когда я понял, что проц желательно заменить, даже несмотря на то, что на плате есть еще 2 слота под M2 SSD, и можно установить в эти слоты, даже с учетом того, что купленный изначально проц тоже вовсе не дно. А открыв цены, я увидел некоторое нивелирование разницы. Так уже купленный проц подорожал, а желаемый подешевел. Как вы уже могли заметить, то новый процессор будет i5-11400. Кстати, его интегрированная графика это UHD 730, более новая. Именно эти два проца я сравнивал между собой чуть ранее, когда говорил про их параметры. На ноябрь 2021 года, когда я монтирую видео, цена у 10500 6265 гривен, а 11400 6039 гривен. А летом дороже было 11-е поколение. Между ними разница достигала до 1000 гривен, а на момент покупки была разница 134 гривна. Да, на замену я взял боксовый вариант. Неоднократно видел, как у некоторых пригорало, типа зачем ты берешь боксовый, если все равно отдельно куплена система охлаждения. Вот обращаюсь к таким, типа вы такие умные и понимаете, что да как, а я такой тупой и не разбираюсь, как заплатить меньше. Вот прямо сейчас показываю. i3-10100F боксовый стоит дешевле на 13 гривен. i3-10105F боксовый стоит дешевле на 55 гривен. i3-10320 боксовый стоит дешевле на 350 гривен. И так далее. Я уже не говорю про случаи, когда тот, который мне нужен, продается только в боксовом варианте. Но даже если есть случаи, когда цена только процессора без комплектного охлаждения дешевле, то из увиденного можно понять, что разница 50-100 гривен это не разница. Но при этом гарантия боксового 36 месяцев, а не боксового 12 месяцев.
Не то чтобы я думал, что проц может сгореть или испортиться, но вдруг я захочу продать этот комп через 2,5 года. Естественно, что при наличии остаточной гарантии это будет сделать проще. Я не знаю, почему так получается, может у магазина разные поставщики с разными ценами на разный товар, который по факту одинаков. Может быть какая-то акция на боксовый проц, в то время как не боксовый имеет стандартную цену. Также в одном из магазинов у меня есть партнерская скидка, и на разный товар цена снижается на совершенно разные, никак не связанные друг с другом суммы, что может сделать так, что мне дешевле станет купить боксовый. Вот прямо сейчас такие случаи. Причем не просто дешевле, а иногда на 350 гривен. Надеюсь, доступно объяснил. По-моему, достаточно причин, чтобы не строить из себя умников, которые знают, как и что мне лучше купить. Сейчас, например, учитывая акционность цены, можно видеть, что 11400 стоит даже дешевле 10500. Процессор i5 11400 по частоте слабее, чем i5 10500. 2,6 ГГц против 3,1 ГГц соответственно. Но кроме уже озвученных преимуществ в виде улучшенного интегрированного видео, большего количества линий PCI-Express 20 против 16, что позволяет подключить больше устройств, поддержки ревизии 4.0 у PCI-Express, более высокой частоты оперативной памяти, более новый процессор обладает и лучшим набором инструкций, что должно снижать преимущество частоты. Поэтому я лично согласен пожертвовать небольшой разницей в частоте ради перечисленных преимуществ. И вуаля, SSD M2 NVMe уже работает в самом верхнем слоте. Есть и еще один профит в моем действии. По замене процессора верхний слот для SSD M2 оснащен радиатором, под который я и хотел поставить твердотельник изначально. Тесты начну в том же порядке. Под нагрузкой в 7 минут, как и в первом случае, можно видеть, что температура процессора не достигает даже 55 градусов, а в случае 10500 уходила за 60 градусов. Напомню, что дело было летом, и у меня в комнате температура доходила до 31 градуса. Для этого проца моя AIDA оказалась старой, и она его нормально не определяет, поэтому обновлю после теста до новой версии. Чтение из памяти 42 ГБ в секунду, запись 30 ГБ в секунду почему-то заметно ниже, причем я даже переделывал тест. В CPU Queen 70,5 ебалов. Теперь, конечно, получится, что я делал в разных версиях тесты, и сравнение не совсем объективное. Хотя, если честно, то я думаю, что кроме добавления нового перечня устройств, эти версии не особо отличаются, так как не такая уж между ними и разница в выходе. Предыдущая версия AIDA была достаточно новая у меня. В новой версии чтение из памяти почти 43 ГБ в секунду, запись также 30 ГБ в секунду, задержка 65 наносекунд. Проц выбил снова 70,5 ебалов. По результатам теста видно, что показания в разных версиях AIDA не отличаются вообще, а процессор 11400 в сравнении с 10500 набирает в одном тесте больше баллов, а в другом меньше. Мне кажется, но злой рок, трудности с драйверами меня порой преследуют. Не все гладко было и здесь. При подключении телевизора или монитора по HDMI не передавался звук. Устройство вывода звука было неактивным. В свойствах подключения аудиоустройств и телек и монитор виделись, но были серого цвета в неактивном состоянии, и никак выбрать нельзя было. Никакие драйверы на звук или еще что-либо от системной платы, которые полагались на диске в комплекте, вопрос не решали. Как и то, что я скачивал на сайте производителя системной платы. В итоге, потратив время на перебор драйверов, я скачал с сайта Intel драйвер на интегрированное видео для процессора, и после этого все заработало. Да, здесь вы не увидите тесты игр, я в них не играю. Если честно, то я даже не знаю названия игр, которые сейчас актуальны. Поэтому, если сборку поручают мне, то видеокарта чаще всего игнорируется. А точнее вопрос ставится так, что это такой предмет, который, если все-таки во что-то требовательное захочется поиграть, то всегда можно просто докупить. И на цену это никак не повлияет. Пусть человек сначала почувствует компьютер, поймет, достаточно ли у него ресурса, хочет ли он вообще играть. Возможно, те игры, в которые он будет поигрывать в свободное время, вполне и так будут идти.
Если желание играть в то, что требует дискретную видеокарту, появится, то нужно поднимать вопрос о ее покупке. Если нет, то получится неплохая экономия. Сразу же предвещая вопрос цен, для тех, кто мне хочет сказать, что интегрированная графика не бесплатна, намекая на оплату дважды и типа сначала процесс графикой, а потом еще и видеокартой, то это не так. Зачастую встроенное видео идет как довесок. Можно сказать, в подарок. Опять обращаюсь к актуальным ценам на сегодня и показываю на пальцах. Вот Proc i3 9 поколения 9100F без видео стоит дешевле всего на 80 гривен от базовой версии 9100, у которой видео есть. Это не разница вообще. Бывает, что разница более очевидна. Например, i5 10300F без видео стоит дешевле на 500 гривен, чем 10300. Разница равна 10% стоимости процессора. Так тоже может быть. А вот небоксовый из сегодняшней истории i5 11400 стоит даже дешевле, чем версия без интегрированного видео 11400F. Из маркировок, как вы заметили, те, что идут с буквой F, те не обладают видеоядром. О факторах, которые влияют на цену, уже вспоминал. Кто изучает рынок хоть какой-то период, может сам убедиться, что можно найти вариант, когда разница будет сведена к минимуму, а то и вовсе отсутствовать. Поэтому в данном случае никакой переплаты не будет, даже если со временем будет докуплена дискретная видеокарта. Касательно выбора процессора и почему вообще Intel, а не AMD. Во-первых, вы понимаете, если комп собирается кому-то, то я не могу не спрашивать пожелания того, кто платит. Мы все оговариваем, на чем сэкономить, какого производителя точно не хотят видеть, какого точно хотят. Во-вторых, я тоже за Intel. Да и вообще сейчас AMD нифига не дешевле. Прямо сейчас выбираю и покупаю себе обновку. Почему лично я выбрал бы Intel, чтобы не затягивать эту уже не короткую историю, расскажу где-то через 3-4 видео, когда как раз и покажу, что купил себе. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!